Арми, присядьте на минутку, потому что сегодня я хочу рассказать вам небольшую историю. Простую, но теплую историю, чья красота заключается именно в ее незапланированности. Все началось с тихого голоса на экране. «Привет, Арми», — сказала она. Это тон, который мгновенно заставил миллионы сердец по всему миру замереть на мгновение. Она пришла с застенчивой улыбкой, немного опоздав, немного растерянная, но именно это делало все таким реальным. Сначала она рассказала мне о небольшой забавной путанице, о функции рисули на Weverse Live. Она ждала, когда армия присоединятся к трансляции, но никто из них не появился. Она даже подумала, что происходит, почему так тихо? Я нажала не ту кнопку? И когда она наконец поняла, что ее трансляция идет в записи, а не настоящая, она просто усмехнулась. Это был момент, открывший ее самую невинную сторону. Человека, который есть она. Тот, кто не отстранен, не вычурный и не пытается быть идеальным. Затем чуть тише он сказал то, что согрело атмосферу. Сегодня мое день рождения. Не было криков, не было громкой музыки, никаких украшений за $1000, только небольшой торт, кофе и мужчина, который хотел разделить свой день с теми, кого любил. Он сказал мне, что празднование должно было состояться дома, но дома был беспорядок, куча вещей, куча дел, поэтому он решил провести его в другом месте. Все было просто, но именно это создавало ощущение близости. Он переместил свет, он приблизил камеру, он немного приблизился, немного отодвинулся. Он даже пошутил над своими взъерошенными волосами и лицом без макияжа. В тот момент он не выглядел как международная суперзвезда. Он не выглядел как участник всемирно известной мужской группы. Он выглядел как обычный человек, который хотел отпраздновать свой особенный день со своей второй семьей — армией. Затем история стала глубже. Он признался, что в прошлом году хотел провести похожий концерт. Он что-то подготовил, но в итоге не получилось. Всякое бывает. Планы меняются. И в его словах чувствовался намек на сожаление. Но в этом году он хотел все исправить. Он хотел снова создать непринужденную атмосферу. Он хотел снова поприветствовать своих поклонников просто и непринужденно. Он хотел возродить ту близость, которую когда-то чувствовал между собой и своими поклонниками. Он начал говорить об играх в прямом эфире, о том, чем он раньше занимался, когда путешествовал. Он упомянул, как он завидовал Чонкуку, который был так хорош, так естественен, так уверен в игре в прямом эфире. Он сказал, что тоже бы хотел сделать это снова, постепенно настраивая инструменты дома, чтобы начать. Но в тот вечер дело было не в игре, дело не в представлении, дело не в содержании, дело в ощущениях. Он рассказал о своих привычках в переписке, о том, как хотел отправить поздравления с днем рождения ровно в полночь, но не знал, как это сделать. В конце концов, он просто написал честное, от всего сердца, пусть оно и показалось ему слишком серьезным. И вот здесь начинается самый трогательный момент истории. Он сказал, что в последнее время чувствовал легкую дистанцию между собой и армией. Не намеренную дистанцию, а дистанцию, возникшую из-за того, что было слишком много дел, слишком много давления, слишком много ролей. Он хотел сократить эту дистанцию. Он хотел сделать отношения снова теплыми. Он хотел быть более легким, расслабленным, более близким, не тем, кто всегда казался серьезным или обремененным. Он хотел вернуться к себе прежнему, тому, который мог шутить, быть близким и искренним. Затем он начал рассказывать о своем сольном концерте. Как концерт закончился около месяца назад, и после него он подумал,
Что еще я могу сделать для Арми? Он признался, что на самом деле подготовил концерт на бис, но когда все было собрано воедино, он понял, что многие части концерта мало чем отличались от предыдущего, и это напугало его. А что, если Арми не понравится? А что, если они подумают, что это одно и то же? Думаю, мне нужно отдать что-то новое. За его мягкой улыбкой скрывалось чувство тревоги. Человеческое чувство, которое возникает тогда, когда кто-то хочет выложиться по полной программе. Но как только концерт начался, все эти тревоги исчезли. Арми были в восторге. Арми праздновали. Арми продемонстрировали это своей невероятной энергией, аплодисментами и любовью. Он рассказал о своем сотрудничестве с Чон Мо Джином, об исполнении «Destroyer», его первой сольной песни не из альбома BTS. Для него эта песня имела огромное значение. Исполнение ее на сцене было похоже на небольшой праздник. Теплый, светлый, полный воспоминаний. И затем медленно его голос стал мягче, осмысленней. Он сказал, что в этот день он хотел быть максимально честным. Он не хотел скрывать свои чувства. Он не хотел ничего скрывать. Он хотел говорить как человек, который, как и мы все, находится на пути роста. Он сказал, что такие простые моменты, как этот, съесть маленький тортик, выпить кофе, включить прямую трансляцию без особой подготовки, были для него самыми важными, потому что именно такие маленькие моменты заставляли его чувствовать себя живым, чувствовать себя близким, чувствовать себя любимым. Он благодарил его. Снова и снова, не торопясь, без формальностей. И каждое «спасибо» звучало так искренне, словно он действительно хотел, чтобы Арми знали, насколько они важны, насколько ценна их поддержка, насколько он их любит. В конце своего рассказа он посмотрел в камеру с легкой улыбкой. Улыбкой, которая не пыталась быть красивой, не пыталась быть прекрасной. Просто улыбкой человека, который чувствовал благодарность. Он сказал, что этот день рождения не для вечеринок, не для экстравагантных подарков, не для гламурных празднований. Этот день рождения был для тепла, о маленьких моментах, которые делают жизнь мирной, о единении. И было словно он желал счастливого дня рождения не только себе, но и всем нам, кто вырос с ним. «С днем рождения!» — сказал он тихо. «За наше путешествие, за надежду, которая живет, за любовь, которая никогда не угаснет, за те маленькие моменты, которые формируют то, кем мы сегодня являемся». Тот вечер не был похож на прямую трансляцию суперзвезды. Тот вечер был похож на историю друга.